Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на моем канале «Счастье в нас самих», где каждый день выходит видео на разные темы. Выходит видео дня, карты дня, ну а также практики, настрои, ритуалы, ну и медитации для того, чтобы вы могли изменить в своей жизни то, что вы хотите изменить. Конечно, ключевое слово – это «вы хотите», ключевая фраза. Только когда вы действительно хотите чего-то и стремитесь к этому, это и происходит. Концентрируете свою энергию на чем-то, и, конечно же, это происходит. Сегодня, как и каждый месяц, в этот раз это будет основное, самое важное в ближайший месяц. Сейчас это февраль. И мы посмотрим основное и самое важное, на что вам надо обратить внимание в феврале. Сейчас стихия огонь, знаки зодиака овны, львы и стрельцы. Как я вас называю, мои дорогие искорки. Для карт на исполнение желаний будет колода Ларисы Ренар «Послание стихий». Пару раз уже ее использую, и мне очень нравятся советы, которые она дает. Она же, кроме того, что показывает, исполнится ли желание в самое ближайшее время или нет, потому что у меня нет слова «нет». Вот масло масляное получается. Но я все-таки считаю, и уже из своего опыта, что если действительно правильно работать со своими желаниями и целями, вы их можете достичь. Мешают только ваши внутренние установки и ограничения. Это все, что мешает любому человеку достичь всего, чего он или она хотят. Ну что, стихия огонь, овны, львы, стрельцы. Не забывайте про акцендент. Акцендент влияет на ваше состояние и, соответственно, влияет на ваши мысли и по причинно-следственной цепочке влияет на то, что с вами происходит. Поэтому всегда смотрите свой акцендент и ваш знак зодиака. Кстати, именно по этой причине делаю я всегда сейчас по знакам зодиака. Те, кто со мной с начала канала, знают, я раньше делала просто по стихиям. Тогда, правда, я делала по разным сферам жизни. Ну, а тут каждая карта может рассказать любую сферу жизни. И то, что я вижу ярче всего, значит, это самое важное, я и озвучиваю. Ну, а потом у нас идут и недельные прогнозы, и каждодневные прогнозы, поэтому вы можете получить полный спектр советов, а действовать, не действовать, слушать, не слушать, как всегда, выбор ваш. Сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя, ну и, конечно, обязательно улыбнитесь. Улыбка улучшает жизнь, и чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок получаете вы от Вселенной. Ну что, по одной карте на каждый знак зодиака и общий совет для стихии. Посмотрим же советы Таро для стихии огонь на февраль. Овны. Основной совет – это не останавливаться на полпути. Будь это работа, карьера, бизнес, будь это отношения, будь это что-то связанное со здоровьем. Карта говорит о том, что в ваших силах достичь всего, чего вы хотите. Прийти к победе. Шестерка жезлов – это победа. Победа
вызванное именно вашими стремлениями и вашими действиями. Поэтому все в ваших руках. Действуйте, не останавливайтесь и никогда не оглядывайтесь назад. Если что-то будет происходить, что потребует обращения к прошлому опыту, делайте это. Но ведь опыты у нас были разные. Если вы будете опираться на те опыты, которые помогли вам в прошлом, это поможет вам достигать еще быстрее. Ведь каждый день мы набираем опыт. Каждый день, каждая минута нашей жизни – это опыт. И, соответственно, если опыт позитивный, положительный, помогающий, почему бы его не культивировать и взять с собой? Он же поможет легче достигать. Ведь опыт – это и наше обучение, и наше развитие. Поэтому не останавливайтесь на полпути, не останавливайтесь в шаге от победы. Победа может быть в ваших руках. Достичь в феврале вы можете, по крайней мере, многого. Все зависит от того, как вы будете относиться прежде всего к себе, а дальше к вашим мыслям, к вашим действиям и, соответственно, вы можете достичь очень многого в феврале. Кстати, по энергиям ваш месяц, исходя из совета этой карты. Шестерка жезлов – это стихия огонь. Львы, смотрим. Мои дорогие львы, главное, не торопитесь. Все, чего вы хотите достичь, вы можете достичь. Это звезда. Единственное, что звезда – карта медленная, и иногда надо набраться терпения. Я хочу сказать, что львам довольно-таки, легче, по крайней мере, не довольно-таки легко, а легче, чем овнам набираться терпения, быть терпеливыми. Например, овны хотят все сразу вчера и не хотят ждать. А вот львы все-таки более терпеливы, ведь лев, он может часами выжидать добычу, часами выжидать атаку, и вот, соответственно, если все это переносить на нас, людей, то у львов терпение есть. Поэтому наберитесь терпения, не расстраивайтесь, не теряйте интерес к тому, чего вы хотите. Потому что все, чего вы хотите, вы можете достичь. Только по времени это возьмет больше, чем вы рассчитывали. И еще не забывайте, что мы выбираем результат, мы выбираем цель, мы выбираем желание, мы выбираем то, чего мы хотим. А вот каким образом мы этого можем достичь, мы не выбираем. Все-таки по какому сценарию будет идти достижение, выбирает Вселенная, высшие силы, Господь. Называйте это так, как верите вы. Каждый из вас верит во что-то свое. И я вам хочу сказать, то, во что вы верите, работает на вас. А если даже все это переплести и посмотреть, мы созданы по образу и подобию. Соответственно, это все есть в нас. Даже если опираться на религии. Поэтому не спешите, наберитесь терпения и, соответственно, все равно продолжайте действовать, продолжайте двигаться в сторону заветной цели, желания, того, чего вы хотите. И могу сказать вам, что звезда вам в этом поможет. Даже если до конца февраля и не достигнете, потому что по звезде это глобальные большие желания и цели.
И иногда над ними работать надо немножко больше, чем месяц. Но по этой карте могу точно сказать, что вы можете прийти к своим желаниям. Ну и стрельцы, посмотрим, что же у вас. Вы знаете, месяц прекрасный, месяц солнца, месяц именно вашей энергии, это энергия огня, солнце это огонь. Вот тут я могу сказать, что в этот месяц хорошо будет делать все, что когда-то не получалось. Может быть, вернуться к каким-то проектам, которые в прошлом не получались, рассмотреть их с другой стороны, рассмотреть другие подходы к достижению, другие подходы к как это все провернуть, как же двигаться, как же, что же делать, как делать, потому что по этой карте февраль у вас будет солнечный, а это значит, что и радость будет, и достижения будут, и здоровье прекрасное. Главное, не переусердствуйте со стрессом. Стресс сжигает. Стараться, знаете, я понимаю, что очень нелегко жить вообще без стресса, но если вы возьмете 10 минут в день для того, чтобы успокоиться, помедитировать, послушать какую-то практику и расслабиться, вы увидите, как вы будете наполняться другой энергией и, соответственно, не будете перегорать. Вот это единственное предостережение для стрельцов. Чтобы не перегореть, надо стараться держать баланс внутреннего состояния. А так месяц прекрасный. И вообще я хочу сказать, что стихия огонь в феврале вас ждет очень интересный, продуктивный месяц. Принимайте. Принимайте, двигайтесь, достигайте и, соответственно, не забывайте, что отдыхать все равно надо. Ну и общий совет для стихии огня. Вы знаете, я хочу сказать, что эта карта говорит о том, что если происходят какие-то ситуации, которые негативны, не входите в них с эмоциями. Я знаю, как нелегко, особенно когда это кого-то касается, чего-то касается, как нелегко держать себя в руках и не выходить из себя и не поддаваться эмоциям. Вот эта карта говорит о том, что позвольте себе поэмоционировать. Как только вы действительно берете это под контроль и говорите, что я разрешаю себе, я разрешаю моим эмоциям взорваться, другой подход идет. Именно вашего внутреннего состояния. И вы можете более трезво оценить то, что происходит, и более трезво найти решение задачам, проблемам, тому, что будет происходить. Поэтому эмоции хорошо, но именно в ситуациях, где эмоции захлестывают вас, лучше тогда не принимать решения. Разрешите себе поддаться эмоциям, а потом принимайте ваши решения. Решения вообще-то не рекомендуется принимать ни под какими эмоциями. Решение требует аналитики, анализа. Больше анализа, чем эмоций. Вот как-то так. Поэтому старайтесь контролировать эмоции, особенно в тех ситуациях, когда важно принять какое-то решение. Ну что, загадали желание? Загадали, я еще вам даже не сказала это делать. Загадывайте желание. И мы сейчас получим дополнительные советы и, конечно же, посмотрим, что же произойдет с вашими желаниями. Ну, овны,
Я хочу вам сказать, что в течение февраля по девятке Земли ваше желание должно исполниться. Девятка Земли – это девятка пентаклей в других колодах, это завершенность, это реализация, это плоды. Единственное, что не забывайте, что для того, чтобы получить полный результат, всегда надо доводить начатое до конца. Об этом и говорит эта карта. И, соответственно, наслаждаться желанными плодами ваших действий. Ваше желание должно исполниться. Смотрим для львов. Я хочу сказать, что в ваших руках все для того, чтобы ваше желание исполнилось. Единственное, что может быть для исполнения вашего желания, вам придется отстаивать свои интересы, принимать решения очень серьезные и именно управлять ситуацией. Это все приведет вас к исполнению желания. И по императору ваше желание тоже должно исполниться. Стрельцы. Вот ваше желание исполнится тогда, когда вы избавитесь от всего, что мешает вам, мешает именно вхождение в вашу жизнь нового. Ведь для того, чтобы вошло что-то новое, нужно избавиться от старого. Избавляйтесь от всего, что вам мешает. Не бойтесь вступать на неизведанные территории, и все ваши желания будут исполняться. По этой карте желание исполнится только тогда, когда вы освободите для него место. Вот и все. Вот такой у нас месяц февраль. Самое основное, что посоветовали карты, я вам рассказала. Ну а дальше будем смотреть, как будут развиваться события, и будем смотреть каждый день, каждую неделю. Благодарю вас от всей души за ваши комментарии, которые вы оставляете. Ну а для тех, кто еще не подписался на канал, подписывайтесь. Очень много интересного на канале, и продолжает выходить много интересного и нового. На сегодня все. С вами была Женя. Увидимся завтра. Люблю вас, мои дорогие. Пока.